Представьте, что во время космического путешествия вы оказались вот в таком удивительном городе. Настоящая обитель богов. Так и назвали фото, которое моментально стал вирусным в интернете. Мы встретим там высшую космическую расу, продвинутую цивилизацию, с которой давно мечтали познакомиться. Нет, пожать руку, лапу или клешню новым друзьям нам не удастся. Снимок оказался просто фотошопом далекой спиральной галактики NGC 3079 в 55 миллионах световых лет от Земли. Его смастерили на основе вот такого фото космического телескопа Хаббл. Но все же согласитесь, это можно воспринимать как символ нашего стремления однажды попасть в чудесный мир развитых инопланетян. Ученые ищут такие места порой самыми неожиданными способами. В их арсенале, например, невероятные погони за небесными драгоценностями или звездами, которые вращаются вокруг черных дыр. Давайте присоединимся к этим гонкам за инопланетными цивилизациями. Да, и держитесь начеку. В таком космическом путешествии всего можно ожидать. С древних времен охоту за инопланетянами спокойным занятием не назовешь. В античности Аристотель рьяно доказывал оппонентам, что кроме нашего никаких других обитаемых миров не существует. Это означало бы нескончаемую войну между ними за элитное место в центре мироздания. Однако ничего подобного на Земле не наблюдается. В раннем христианстве также придерживались подобной точки зрения. Но со временем догмат изменился на то, что Бог может создать сколь угодно миров. В XVII веке идея внеземных цивилизаций окончательно оформилась. Тогда Галилео Галилей соорудил первый телескоп и увидел, что космос состоит из множества миров. Земля была низведена до статуса одной из многих планет, а значит, другие небесные тела, как и она, тоже должны быть заселены разумными существами. Это следовало из представлений о естественном происхождении и эволюции жизни на Земле. Наши предки всеми доступными в то время способами пытались найти подобных существ. Луну одно время считали заселенной селенитами, которые походили на людей. Позже было высказано предположение о существовании марсиан, но ни тех, ни других не обнаружили. По мере исследования Солнечной системы предполагаемое место жительства инопланетян переносили все дальше от Земли, вглубь космоса. По современным представлениям, на планетах Солнечной системы, кроме нашей, скорее всего, нет разумной жизни. Однако внеземные цивилизации могут обитать в мирах у других звезд. В 1961 году астроном Фрэнк Дрейк тоже рассчитал, что только в системах звезд Млечного Пути должно существовать около 10 тысяч развитых цивилизаций. Правда, в последнее время возможность возникновения разумной жизни оценивается скорее как редкость. А число, выведенное Дрейком, многие исследователи сократили до минимума. В 2017 году американские математики заявили, что в Млечном Пути имеется как минимум одна внеземная цивилизация, способная выйти на контакт с нашей. Вот только несмотря на расчеты и прогнозы, продвинутые инопланетяне не спешат знакомиться с человечеством. Возможно, нас считают неинтересными из-за низкого уровня развития или опасаются контактов в целях безопасности. Ученые называют множество возможных причин, почему инопланетяне не выходят с нами на связь. Но мы на этом останавливаться не будем. Принимаем как факт, что нам приходится самостоятельно искать инопланетные цивилизации. Как на огромных расстояниях напасть на их след? Прежде всего, как считают ученые, нужно обратить внимание на биосигнатуры, следы жизнедеятельности каких-либо организмов. В предыдущем путешествии мы выявили все подобные маркеры, известные на сегодняшний день. Хорошим наводчиком является, например, метан, который в большом количестве выделяют коровы и термиты. А углекислый газ участвует в процессе фотосинтеза растениями, цианобактериями и другими. Но это все же не о высоко развитых цивилизациях.
есть ли в атмосферах планет хоть какая-то подсказка именно о них. Ученые из Калифорнийского университета дают положительный ответ. По их мнению, технологически развитые расы, скорее всего, заполнят атмосферы планет парниковыми газами. Их можно засечь с помощью современных телескопов. Чтобы напасть на след, как утверждают авторы исследования, при нынешнем развитии науки достаточно лишь одного атома. Но по каким признакам искать нужное соединение? Известно, что на Земле фторированные версии метана, этана и пропана лучше всего удерживают тепло. Парниковые газы выделяются во время разных производственных процессов в больших количествах, а в естественных условиях в меньших. Иными словами, их избыток в атмосфере экзопланеты дает намек на деятельность развитой цивилизации. Есть и другой сценарий. Чтобы о нем узнать, мы отправимся на некую планету-трансформер. Как должен выглядеть мир, который инопланетяне решили бы терраформировать? То есть переделать, приспособив для своего комфортного существования. Например, они решат нагреть очень холодную, как Марс, планету, изменив ее климат. В этом случае, как говорят ученые, космический телескоп Джеймс Уэбб сможет обнаружить в атмосфере 5 парниковых газов. Один из них, гексафторид серы, в 23,5 тысячи раз сильнее способствует нагреванию планеты, чем углекислый газ. Даже незначительного количества этого вещества теоретически хватит, чтобы растопить ледяной мир и вернуть его замороженную воду в жидкое состояние. Причем на срок не менее 1000 лет. Именно столько длится действие гексафторида серы. Так что это отличная техносигнатура, которая быстро не исчезнет. Но это еще не самый крутой долгожитель в компании парниковых газов. Некоторые способны витать в атмосфере до 50 тысяч лет. Если хоть одна молекула при этом впитает инфракрасное излучение своей звезды, то изменит свой свет, и ее способен распознать телескоп Джеймс Уэбб. Чтобы подкрепить свое предположение, калифорнийские астрофизики смоделировали ситуацию на одной из 7 каменистых планет в системе Тропист-1. Вся компания вращается в созвездии Водолея вокруг своей звезды Красного Карлика на расстоянии около 40 световых лет от Земли. Некоторые из этих экзопланет считаются потенциально обитаемыми. Среди них для исследования взяли Тропист-1F, которая совершает оборот вокруг своей звезды каждые 9 дней в пределах обитаемой зоны. Если бы инопланетяне решили терраформировать этот мир, следы их деятельности по избытку парниковых газов, как показали модели, способен обнаружить Джеймс Уэбб. Но главным элементом при определении химических техносигнатур в атмосферах планет наверняка является кислород. В нашем понимании он необходим для дыхания и метаболизма многоклеточных организмов. Но мы забываем еще об одном чудесном свойстве этого газа. Без кислорода люди не получили бы огонь, который позволил нашим далеким предкам выжить, а затем создать цивилизацию. Некоторые ученые считают, что при отсутствии кислорода в атмосфере планеты никогда не появятся технологически развитые расы. На Земле для этого потребовался легкий доступ к горению на открытом воздухе, процессу, лежащему в основе огня. Пламя вспыхивает в результате взаимодействия топлива и окислителя, обычного кислорода. Приготовление пищи, ковка металлов для конструкций, изготовление материалов для домов – все это невозможно без процесса горения, в котором участвует кислород. Технологические прорывы, вероятно, случились на нашей планете, когда уровень кислорода в атмосфере достигал или превышал 18%. Сейчас его в земном воздухе почти 21%, и процесс стремительно летит вперед. Наличие большого количества кислорода в атмосфере – это как бутылочное горлышко, через которое цивилизации нужно пройти. Отсюда нетрудно сделать вывод, что при поисках развитых миров стоит отдавать приоритет планетам с высоким содержанием кислорода, таких, например, как GJ1132b, всего в 39 световых годах от Земли. Экзопланета выбрала себе место очень близко к родительской звезде – тусклому красному карлику.
За счет этого тесного соседства температура ее поверхности прогревается до 250 градусов Цельсия. По мнению ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, атмосфера экзопланеты содержит водяной пар и одновременно подвергается сильному ультрафиолетовому излучению. Радиация расщепляет молекулы воды на кислород и водород, которые составляют ее атмосферу. На более холодной планете это могло дать стимул для развития жизни. Однако GJ1132b представляет собой раскаленный ад, а водяной пар способен даже усиливать парниковый эффект, дополнительно разогревая планету. Жизнь там в нашем понятии вряд ли возможна, хотя нельзя исключать, что инопланетянам подходит как раз такая дикая жара. Впрочем, только кислорода и воды для технологического развития вида все равно недостаточно. Еще одно важное условие для этого скрыто в глубинах планет. Это тектоника или движение литосферных плит, крупных малоподвижных участков коры. Без их перемещения, как считают астрофизики из США и Швейцарии, развитие видов невозможно. И опять в пример приводится древняя Земля. На нашей планете многоклеточная жизнь появилась в период, известный как Кембрийский взрыв, 539 миллионов лет назад. Именно тогда на планете была запущена тектоника плит, что значительно ускорило эволюцию сложных видов. До того на Земле существовала так называемая застойная тектоника крышки. Кора планеты представляла собой единое целое и не была разбита на плиты. Изменение в современной тектонике плит произошло только после того, как кора достаточно остыла, стала плотной и прочной. Тогда у нее появилась важная возможность субдукции. Так называется частичное подныривание плит друг под друга на значительное время. Затем внутреннее давление планеты выталкивает их обратно на поверхность, и они расходятся на какое-то расстояние друг от друга. Экологические стрессы, которые при этом возникали, могли спровоцировать Кембрийский взрыв. Организмы внезапно оказались в среде, где были вынуждены адаптироваться или умереть. В конечном итоге жизнь за счет естественного отбора эволюционировала до человека разумного. То есть наличие континентов и океанов, которые создал разлом литосферных плит, самого по себе недостаточно. В этом случае эволюция живых существ происходит очень медленно. Для ускорения эволюции нужна тектоника плит. Однако есть проблема. Земля — единственная планета в Солнечной системе, на которой наблюдается этот процесс. Более того, модели астрономов показывают, что тектоника плит не характерна для очень распространенных в космосе суперземель. Среди моделей планеты сплошь покрытые океанами и полностью сухие миры встречаются намного чаще. Земля отличается от них относительно небольшой океанической поверхностью и континентами, которые возвышаются над водной гладью. Кажется, это золотая середина для возникновения и развития жизни. Есть веские основания полагать, что жизнь на Земле зародилась в море. Суша снабдила этих выходцев из воды питательными веществами. Очень важно, что она в сочетании с кислородом обеспечила также горение. Как мы уже разобрались, процесс необходим для технологического развития вида. Ученые решили точнее выяснить, много ли экзопланет могут повторять земные условия. Они подсчитали, что только 17% из всех теоретически возможных экзопланет имеют тектонику плит, а доля миров с похожим соотношением воды и суши, вероятно, еще меньше – от 0,02 до 1%. В конечном итоге только 0,4% экзопланет оказались подходящими для развития жизни до высоко развитых цивилизаций. То есть на 10 тысяч галактик в расчетах приходится всего 4 продвинутых внеземных сообщества. Конечно, эти выводы будут много раз пересматриваться, но хотя бы по мере обнаружения континентов, океанов и тектоники плит у далеких миров. Пока это за пределами возможностей наших телескопов. С другой стороны, формирование планет во многом уже понятно астрономам. На основе этого ученые могут теоретически оценивать вероятность существования континентов, океанов и тектоники плит на каменистых экзопланетах.
Но в нашем понятии развитые цивилизации больше ассоциируются с грандиозными инженерными сооружениями, а не химическими веществами в атмосферах экзопланет. Можно ли по каким-то признакам определить следы их технологий в космосе? На первый взгляд это легче, чем различить какую-то молекулу или определить тектонику плит на расстоянии сотен триллионов километров от Земли, особенно в более прозрачной части открытого пространства за пределами атмосфер планет и пыли вокруг них. А если эти сооружения подсвечивают яркие объекты, это должно еще облегчить задачу. На самом деле все не так просто. Давайте посмотрим, как все может быть в случае с цивилизацией примерно нашего уровня развития. Ученые говорят, что она, скорее всего, умеет использовать энергию своей звезды с помощью солнечных панелей. Исследователи НАСА решили выяснить, засекут ли телескопы будущего поколения признаки этих сооружений на ближайших экзопланетах земного типа. В расчет принимались солнечные панели, изготовленные на основе кремния. Элемент выбрали потому, что его много в космосе, кремний легко добыть, он дешевле других материалов. Эксперты агентства создали модель планеты, покрытой солнечными панелями с различным содержанием кремния. Они проверяли перспективы космической обсерватории обитаемых миров, которую запустят в 2040-х годах. Распознать это на расстоянии 30 световых лет. Команда НАСА пришла к выводу, что задача будет по силам телескопу, но с одной оговоркой. Солнечные панели должны покрывать не менее 23% поверхности экзопланеты. Да и в этом случае работа окажется невероятно долгой и сложной. Чтобы поймать в поле своего зрения подобное сооружение, телескопу потребуется несколько сотен лет. Более того, исследователи предположили, что этот конкретный сценарий маловероятен. Лишь 9% покрытия солнечными панелями поверхности планеты, похожей на Землю, полностью обеспечит энергией 30 миллиардов живых существ. Вряд ли какая-то раса в рамках одной планеты более многочисленна, и ей не нужно занимать подобными сооружениями четверть своей территории. Впрочем, ученые не сдаются и планируют создать еще более 100 тысяч симуляций, чтобы полностью прояснить этот вопрос. Другое дело, если цивилизация намного круче земной и способна создавать масштабные сооружения в пространстве. Здесь на ум всем космическим путешественникам наверняка приходит знаменитая сфера Дайсона. Вспомним кратко, что это такое. В 1960 году американский физик-теоретик Фриман Дайсон опубликовал статью о том, что высокоразвитые цивилизации могут сооружать целые сферы на расстоянии около 2 астрономических единиц от звезд. С помощью них инопланетяне собирают излучение, производят из него энергию и используют для своих нужд. Мы уже не раз совершали виртуальные путешествия к этим удивительным сооружениям. Но взглянем на них еще раз. Здесь не обойдется без сюрпризов. По расчетам Дайсона, сфера должна полностью изолировать звезду от внешнего наблюдателя. Ее не подсвечивает звездный огонь, но сильно нагревает, так что следы сооружения не удастся полностью скрыть от наших телескопов. Обсерватории должны засечь отражение излучения звезды в глубоком инфракрасном или микроволновом спектре. Одно время астрономы подозревали, что сферой Дайсона окутан один из компонентов двойной звезды Таби из созвездия Лебедя в 1470 световых годах от нас. Она состоит из более крупного ярко-желто-белого и маленького красного карликов. Основное светило периодически теряет яркость на 22%, а потом вновь ее возвращает. В связи с этим возникла версия, что продвинутая цивилизация качает энергию Таби с помощью сферы Дайсона, хотя есть и другие пояснения происходящему. Эффект временного затемнения может давать облако из пыли, обломков вокруг звезды или множество комет с неправильными траекториями. Ученые нашли еще 20 звезд, которые следуют примеру Таби. А совсем недавно международная команда астрономов расширила эту кампанию
любительниц поиграть со светом. В рамках проекта Гефест ученые искали звезды с избыточным инфракрасным излучением, что может свидетельствовать о наличии вокруг них сфер Дайсона. Особенно важно было отличить искусственные объекты от природных, которые также излучают в инфракрасном спектре. После сложной фильтрации миллионов претендентов команда идентифицировала 7 потенциальных сфер Дайсона. Эти кандидаты нуждаются в дальнейшем анализе, чтобы точнее определить их природу, пока же вопрос остается открытым. А члены Королевского астрономического сообщества Великобритании считают, что здесь не следует упускать из внимания черные дыры. Хотя при чем здесь эти монстры? Они славятся тем, что заглатывают всю материю на своем пути, но не слышно было, чтобы черные дыры чем-то делились с окружающими их объектами. Однако ученые выдвинули гипотезу, что наиболее крутые цивилизации, возможно, научились использовать дыры вместо электростанций. Монстры способны излучать в 100 тысяч раз больше энергии, чем звезды, подобные нашему Солнцу. Такие объекты наверняка являются заманчивыми целями для инопланетных цивилизаций. Сколько межзвездных и даже межгалактических предприятий могут питаться их неисчерпаемой энергией? Если создать нужное оборудование, ее можно практически бесконечно черпать из аккреционного диска черной дыры. В нем материя безумно раскалена от быстрого вращения вокруг горизонта событий монстра. Авторы исследования предположили, что эта повторно излучаемая энергия будет отличаться особым спектром, и ее смогут различить земные обсерватории. В настоящее время исследователи разрабатывают алгоритмы для поиска подобных сигнатур среди данных телескопов, которые уже получены. Мощный источник энергии, будь то звезда или черная дыра, наверняка позволяет инопланетянам прямо в космосе добывать природные ресурсы. Им, как и людям, конечно, нужны различные минералы и металлы. Для этого, как говорят ученые, высокотехнологичным расам не обязательно переворачивать внутренности каких-то экзопланет. Гораздо эффективнее и проще добыча полезных ископаемых, скажем, на астероидах. И на Земле уже готовят подобные проекты. Известно, что космические скалы только на первый взгляд просто кучи камня. На самом деле они богаты кремнием, платиной, палладием, никелем и еще золотом, которое в представлении обычных ученых зачастую является наивысшей ценностью. Однако специалисты в этом плане значительно чаще вспоминают платину, которая, во-первых, дороже, а во-вторых, ее присутствие на астероидах более точно доказано. Например, в 2015 году мимо Земли пролетел 2011 UW-158, в котором содержалось этого металла примерно на 5,4 миллиарда долларов. Еще ценнее металлы, которые редко встречаются на Земле, такие как родий. Он почти в 7 раз дороже платины, в мизерных количествах содержится на Земле, но нередко прячется внутри астероидов. Что может быть драгоценнее таких веществ? На самом деле простая вода имеет ни с чем не сравнимую ценность, потому что в ней нуждаются и люди, и растения. Ее можно разложить на водород и кислород для производства ракетного топлива. Да и различные технологические процессы производства всего, что необходимо для жизни, часто требуют ее в больших количествах. На большинстве небесных тел вода – редкость. И ледяные астероиды, которые есть на окраинах Солнечной системы, могут принести разработчикам настоящее богатство. Развитая цивилизация обязательно воспользовалась бы подобным шансом добыть воду. По мнению некоторых исследователей, следы деятельности инопланетян мы можем обнаружить. Возьмем гипотетическую звезду, которую окружает пояс астероидов, подобный солнечному. И светила, и небесные камни когда-то образовались из одного облака межзвездной пыли. Если изучить свет звезды с помощью спектроскопии, можно узнать химический состав каждого астероида. Отдельные химические элементы будут показывать различные спектральные линии. Считав информацию о составе звезд, нужно сравнить его с аналогичными характеристиками пояса астероидов. И если в спектре камней отсутствует несколько химических элементов, которые там должны быть, стоит насторожиться. Возможно, пояс астероидов основательно перелопатила какая-то высоко развитая цивилизация,
обогатившись ресурсами. Или есть еще один способ определения мест по добыче инопланетянами полезных ископаемых в космосе. Нужно более тщательно проанализировать размер астероидов в поясе экзопланеты. Если окажется, что какие-то объекты не соответствуют ожидаемым параметрам, это повод присмотреться к ним более внимательно. Горнодобывающие инопланетные предприятия, вероятно, станут осваивать крупные небесные скалы. В результате разработок некоторые астероиды расколятся на куски, увеличивая в поясе количество более мелких тел. Астрофизики могут рассчитать приблизительное распределение их размеров, учитывая давление, излучение и баланс гравитации. К тому же промышленная добыча создаст необычное распределение температур, так как механический процесс значительно нагревает пыль. Современные приборы способны уловить подобные температурные качели, что станет признаком действий некой технологически развитой расы. Хотя в подобных поисках пока тоже существуют значительные ограничения. Все эти следы можно засечь при чрезвычайно масштабной добыче сырьевых ресурсов. Однако телескопы будущего поколения, как ожидается, будут улавливать и признаки проведения менее значительных работ. Если же отвлечься от добычи энергии и природных ресурсов, то развитые цивилизации могут оставлять и многие другие следы. Как они будут выглядеть с Земли при взгляде с помощью самых современных телескопов? У ученых есть множество мыслей на этот счет. Исследователи, например, пытаются обнаружить узкополосное радиоизлучение. Исходя из опыта людей, этот свет чаще всего соответствует деятельности технологической цивилизации. Не менее важно идентифицировать лазерное излучение. Развитые инопланетяне, скорее всего, обладают подобными технологиями для путешествий по космосу или межзвездной связи. И как раз последний, некий космический интернет, может указать на место, где обитают наши братья по разуму. В НАСА убеждены, что в каких-то из 500 миллиардов галактик Вселенной обязательно возникла разумная жизнь. И она, скорее всего, отправляет о себе вести в космос. Но почему мы ничего толком о них не знаем? Нас отправили в межзвездный список не звонить? Человечество еще технологически не доросло, чтобы засечь подобные сигналы? Либо что-то еще? Специалисты давно стараются ответить на этот вопрос. Участники проекта «Поиск внеземного разума» или сети ищут в космосе послания от инопланетян среди неисчислимого количества шума от горячего газа, квазаров, пульсаров. Астрофизики охотятся за сигналами, не похожими на другие или регулярно поступающими с одного места. Исследователи сравнивают свою работу с поиском вашей любимой станции на шкале радиоприемника. Вы крутите ручки, пока среди шипения и треска эфира не появится речь или музыка. Сигналы из космоса тоже должны отличаться от радиошумов пространства. Крупнейшим охотником за ними считается массив радиотелескопов Аллена в Северной Калифорнии. Сейчас он состоит из 42 антенн, но со временем их число надеются довести до 350. Тогда всего за несколько месяцев работы ученые сумеют проанализировать такой же отрезок Вселенной, какой смогли бы охватить в сети за 45 лет. Специалисты также пытаются расшифровать странные сигналы, которые уже найдены. Самый известный получен еще в 1977 году из созвездия Стрельца радиотелескопом «Большое ухо» Университета штата Огайо. Профессор Джерри Эхман во время дежурства уловил сигнал, который длился 72 секунды и был в 30 раз интенсивнее обычных. Это показалось ученому настолько поразительным, что он воскликнул «Вау!» и так назвали сигнал. Самые мощные компьютеры снова и снова обрабатывают данные в поисках ключа к «Вау». Однако до сих пор это не удалось. То же самое с таинственным радиосигналом из Проксима Центавра, засеченным в 2019 году. Звезда очень интересна астрономам тем, что она самая близкая соседка Солнца, и в ее системе обнаружена похожая на Землю экзопланета. Тогда, может, более эффективной окажется отправка сообщений о нашей цивилизации братьям по разуму. Мы попробуем и этот метод. Одним из наиболее известных является послание Аресибо. С помощью него жители Земли попытались объявить
о своем существовании, используя научные и математические стандарты. Сигнал был отправлен в виде двоичного кода еще в 1975 году по направлению к шаровому скоплению Мессие-13 нашей галактики. Ученые признают, что вероятность получения и успешной расшифровки кем-то весточки от человечества очень маленькая. Но это все равно дает нам дополнительный шанс для знакомства с братьями по разуму. И люди продолжают расширять подобную возможность. Самое подробное наше послание уже вынесли за пределы Солнечной системы космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2. Каждый из них снабжен золотой пластиной, где собраны приветствия на 55 языках. На записях можно послушать музыку со всего мира, описание математических формул, сведения об эволюции на Земле и нашей культуре. Информация тщательно отобрана НАСА совместно с астрономом и писателем Карлом Саганом. Пока на ответ мало надежд, и ученые ищут сигналы все новыми, порой самыми безумными способами. Исследование японских ученых показало, что сигнальным маяком может служить движение очень яркой звезды вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец-А со звездочкой в центре Млечного Пути. Любая цивилизация, вероятно, сочтет этого монстра знаковым объектом хотя бы потому, что он для нашей галактики уникален. Кроме того, всем астрономам известно, что очень близко к гиганту вращается несколько чрезвычайно ярких звезд. Среди них выделяется светило под названием С2, которое в 15 раз больше Солнца по массе, и его орбитальный период составляет ровно 16 земных лет. Эти параметры позволяют достаточно просто определить так называемую точку Шеллинга. Подобный ориентир дает возможность назначить место для контакта без предварительной договоренности. Например, два человека в этом случае, скорее всего, выберут один из самых известных дней, таких как канун Нового года 31 декабря. Что касается места встречи, то наверняка в голову обоим придет наиболее значимый на планете город и самая популярная в нем достопримечательность. Это будет точка Шеллинга для двух землян. Но примерно такие же суждения можно применить к общению с инопланетными формами жизни. Звезду С2 и период ее орбитального движения вокруг черной дыры развитые виды с большей долей вероятности выберут для обмена сигналами с другими цивилизациями. Ученые считают, что высокоразвитые существа подобным образом давно посылают о себе весточки. Также, по мнению исследователей, стоит поискать другие места, где теоретически можно пообщаться с ними без предварительного договора. По гипотезе ученых Йельского университета в этом могут помочь одни из самых жутких катастроф во Вселенной. Исследователи имеют в виду мощные космические вспышки, отголоски которых опосредованно доходят до Земли. Столь грандиозные события обязательно привлекут внимание тех, кто сумеет засечь их в космосе. Инопланетные цивилизации могут воспользоваться этим, чтобы подать весточку о себе другим разумным существам. Чтобы аргументировать свою версию, астрономы выбрали 4 известные сверхновые. Они также проанализировали световые сигналы в это время от более чем 10 миллионов звезд, которые получила орбитальная обсерватория Гайа. Исследователи нашли 868 звездных систем, где световые сигналы исходят под выгодным углом по отношению к одной из сверхновых. Но ни в одной из этих систем не удалось засечь признаки внеземных технологий. Тем не менее, ученые из Йельского университета не падают духом. Они считают, что вычленили из данных телескопа некоторые перспективные зацепки для подтверждения своей гипотезы. Так что есть повод для проведения дополнительных исследований. Мы, конечно, желаем успеха ученым, однако до сих пор реальных сигналов от инопланетян засечь в небе не удалось. Неудивительно, что последнее время исследователи задались вопросом, эффективны ли их методы, или все следует развернуть в другую сторону. Но как? Проблема в том, что мы не знаем природу инопланетного сигнала. Это сильно похоже на поиск иголки в стоге сена. Только вы еще и не знаете, как выглядит иголка. К счастью, любая цивилизация все равно будет связана теми же физическими законами Вселенной, что и человечество.
Значит, насколько бы от нас не отличались инопланетяне, между всеми живыми существами будет какая-то связь. И, возможно, ее удастся нащупать не при поисках прямых сигналов от отдельных миров, а в результате прямого подключения к межзвездной сети. И некоторые исследователи уже приступили к этой работе, хотя она дается нелегко. Одним из физических ограничений в подобных поисках являются обычные газы-пыль. Их настолько много между звездами, что передача сигналов в пространстве жестко тормозится. Смогут ли инопланетные цивилизации как-то подобную преграду обойти? Ученые считают, что это не так уж сложно. Поскольку радиоизлучение проникает сквозь газ и пыль лучше, чем видимый свет, между звездами эффективнее посылать именно радиосигналы. Вот и подсказка, в каком диапазоне нужно искать каналы общения разумных существ. Но тут встает другая проблема: как вычленить межзвездное общение братьев по разуму среди случайного шума? Даже простые сигналы, такие как телевизионные передачи, опираются на известный протокол. Не зная его или без какого-то другого ключа, мы не сможем расшифровать сообщение. История похожа на проблему взлома кода Enigma во время Второй мировой войны. Физики хотят еще раз повторить этот путь, но уже в космическом масштабе. К тому же следует учесть, что технологически продвинутые виды наверняка давно путешествуют между звездами и галактиками. Их кораблям приходится ориентироваться в пустоте, пыли и скоплениях газа бескрайнего пространства. Также при дальних перелетах нужно принимать во внимание, что космос постоянно меняется из-за расширения Вселенной. Конечно, маршрут могут рассчитать машины, но куда надежнее подстраховаться с помощью небесных маяков. И они во Вселенной существуют. Команда астрономов из Индии считает, что межзвездные цивилизации используют в качестве навигационной сети рентгеновские пульсары. Их можно объединить в широкополосный радиосигнал из центра, который выберут обитатели далеких миров. Авторы идеи описывают 9 шагов того, как межзвездная цивилизация теоретически способна построить систему навигации из пульсаров и какова может быть схема такой сети. Ученые хотят разработать несколько сценариев поиска этой паутины связи. Но, конечно, и здесь не избежать просто космических трудностей. Самое важное состоит в том, что любой сценарий будет основан на мышлении человека. Это может даже близко не совпасть с тем, как видит вещи инопланетный разум. Куда надежнее ориентиры, которые напрямую связаны с физическими законами, а не психологией инопланетян. Общая теория относительности Эйнштейна, например, говорит о том, что гравитация массивных небесных объектов может искривлять свет. Эффект называется гравитационным линзированием, и он несколько похож с работой телескопа. Астрофизики Университета Пенсильвании предполагают, что процесс также может усиливать сигналы космической связи. И если повезет, с их помощью мы даже сумеем подслушать внеземные сообщения, которыми развитые цивилизации обмениваются недалеко от Солнца. Команда предполагает, что метод передачи данных на большие расстояния галактического масштаба подобен работе сотовой связи на Земле. Люди постоянно используют ее для общения по всему миру. Как действует эта сеть? Когда вы пользуетесь мобильным телефоном, электромагнитные волны передаются на ближайшую сотовую вышку, которая подключается к следующей вышке и так далее. Инопланетяне же могут установить свои зонды в определенных позициях около звезды, чтобы воспользоваться ее гравитационным линзированием. Подобные космические аппараты служат в качестве ретрансляционных точек для сетей связи. Но главное, теоретически мы можем их работу засечь. Правда, только в случае, если продвинутый инопланетный вид использует Солнце в качестве одного из передатчиков. Астрономы проверили эту гипотезу, собрав данные с телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Затем они тщательно проанализировали радиосигналы от наших ближайших звездных соседей – 3 светил в системе Альфа Центавра. Ранее уже проводилось несколько подобных исследований в оптическом диапазоне, но теперь в фокус попали радиоволны. Как мы уже разобрались, радио – отличный способ передачи информации через пространство. Впрочем, результаты оказались неутешительными. Никаких инопланетных передач прослушать не удалось. Однако американские ученые не теряют оптимизма.
Анализ был ограничен одной ночью, и астрономы могли пропустить передачу, если она шла на радиочастотах с перерывами. Тем временем физики из Эдинбургского университета решили не зацикливаться на радиоволнах. По мнению ученых, они нашли безукоризненный сценарий действия космического телефона. Представьте, что вы набираете номер, мгновение ждете, и вас соединяют с самым отдаленным уголком нашей галактики. На каком языке вы услышите ответ? В любом случае он наверняка окажется непонятным для нас. Но это, наверное, не так уж важно. Главное, мы услышим инопланетян. Остается подключиться к этой невероятной сети. Как это сделать? Исследователи из Эдинбурга считают, что для передачи межзвездных сообщений технологически продвинутые расы используют квантовые свойства света. При этом точки и тире двоичного кода обозначаются квантовым состоянием фотонов, а не амплитудой или частотой. Такая сеть действует практически моментально, но не быстрее скорости света. А вот расстояние квантовой связи законы фундаментальной физики вообще не ограничивают. Ее внедрение сдерживает только развитие инженерии и технологий, однако прорыв в этой области уже начался. Недавно китайские ученые впервые телепортировали фотон на высоту более 500 километров. Когда люди смогут выйти в квантовый эфир, их послания, скорее всего, не останутся без ответа. Физики из Эдинбурга уверены, что в галактике множество разумных существ уже используют подобную связь. Ученые Ноттингемского университета тоже считают, что около 30 инопланетных цивилизаций в Млечном Пути активно общаются между собой. В таком случае у людей есть все шансы к ним присоединиться. Но какие регионы галактики здесь перспективнее всего? Паутиной подобной связи легче всего, кажется, опутать шаровые скопления. Это очень плотные структуры из миллионов звезд. Там светилам приходится существовать буквально плечом к плечу. Они в сотни раз ближе друг к другу, чем Солнце и его ближайшая соседка Проксима Центавра, которые расположены на расстоянии 4 световых лет. Еще шаровые скопления очень старые, но все равно любят в небе поярчить. Звезды в подобной среде сталкиваются между собой, взрываются сверхновыми, озаряя пространство безумными вспышками света. Кроме того, светила часто меняют свои орбиты, чтобы вытолкнуть соседей в космос и занять больше места. Все это смертельно для их планет. Долгое время в научном мире преобладало мнение, что в таких условиях звезды не сумеют сформировать вокруг себя планеты. Разве что какая-то из них на короткое время обзаведется собственным газовым гигантом, да и тот быстро будет уничтожен во время какого-нибудь катаклизма. В такой среде, казалось бы, не может идти речи даже о микробах, а не то что о разумных существах. Но ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в новом исследовании попытались доказать обратное. Они считают, что в данном случае большой возраст звезд является преимуществом. Яркие светила, такие как Солнце, рождались, жили и умирали в шаровых скоплениях, оставляя после себя слабые, но очень долго живущие карликовые звезды. Планеты, расположенные ближе к этим тусклым светилам, теоретически способны поддерживать жидкую воду на своей поверхности, а значит, быть обитаемыми. Кроме того, тесное соседство с родительским красным карликом может защитить их от опасного воздействия пролетающих мимо звезд и от других катаклизмов. При этом древние звездные системы могут содержать очень старые планеты. На Земле жизнь, как полагают исследователи, развилась примерно через 3,5 миллиарда лет, а планета гораздо старше, скажем, возрастом 10 миллиардов лет, открывает перед своим населением перспективы намного шире. Жизни там с избытком хватит времени, чтобы развиться до технологически продвинутого сообщества и начать серьезное освоение космоса. При этом прописка в тесном шаровом скоплении станет большим бонусом для подобных цивилизаций. Благодаря маленькому расстоянию между звездами в таких регионах инопланетянам легче курсировать между звездами и планетами. Можно реализовать какие-то космические мегапроекты или просто пообщаться с соседями. Договориться о визите заранее обитателям шаровых скоплений тоже будет просто. Представьте, что вы входите в их число и решили отправить другу сообщение на соседскую звезду. Оно дошло бы быстрее, чем письмо из США в Европу в XVIII веке.
Астрономы надеются, что в тесных шаровых скоплениях легче обнаружить мобильную сеть. Скорее всего, это будут радио- или лазерные передачи. Ученые пока не зафиксировали подобные сигналы, но продолжают исследования и верят в успех. Мы скрестим за них пальцы, но в целом ожидание встречи с братьями по разуму кажется бесконечным. Впрочем, возможно, скоро все изменится. Что если инопланетяне уже заинтересовались нами и тоже готовятся к встрече? Некоторые последние космические события ученые трактуют именно так. Для примера возьмем загадочное небесное тело Оumuamua, которое в 2017 году пролетело через Солнечную систему, а затем скрылось в космосе. Странная сигарообразная форма объекта и его аномально высокая скорость позволили ученым выдвинуть гипотезу о его внеземном происхождении. Астрофизик из Гарварда Ави Леба полагает, что это корабль какой-то инопланетной цивилизации. Его послали в Солнечную систему, поскольку обнаружили признаки жизни на Земле. Если исследователь прав, нас наверняка ждет визит инопланетян, которого мы так долго ждем. Другое дело, что он нам принесет – добро или зло, новые яркие впечатления или ужас и смерть. Существуют разные версии, но это уже сюжет для другого видео.